Привет! Сегодня давайте сплетем супер классную пляжную сумку. Для начала отрежем отрезок 2 метра и прикрепим его на рейл, либо как вам будет удобно. И на него будем надевать отрезки по 240 сантиметров длиной, так как я показываю. Это у нас лицевое крепление. Нам нужно надеть на середину этого отрезка все 24 отрезка по 240 сантиметров. Вот так вот должна выглядеть наша конструкция для дальнейшего плетения. И мы будем для начала делать квадратные узлы. Первый ряд мы пройдем полностью весь. Я надеюсь, что квадратный узелок вы умеете плести. Если нет, то повторяйте за моими руками. Иногда лишние комментарии излишни, когда я начинаю объяснять, куда какую нить вести. Я же вам лучше говорю, что просто смотрите за тем, как двигаются мои руки. И я думаю, вы все увидите, поймете, положите нити так же, как и я, и у вас все будет получаться. Если нет, то внизу под видео будет ссылка на онлайн-курс, где есть второе занятие, в котором я учу самым базовым узлам. И это один из базовых узлов, который мы сейчас плетем, который называется квадратный. А так мы продолжаем дальше плести, используя 4 нити все время, и будем доходить прям до конца. То есть сейчас я ускорила видео, но оно тоже не до конца дойдет. Не до конца, все узлы будут проплетены, а немножко я обрежу, так как тут совсем уж одинаковые все. Вот так вот выглядит наш первый ряд. Далее нужно будет ко второму ряду перейти, и здесь уже мы видим, что мы соединяем первый узел со вторым. Берем 2 нити от одного и 2 нити от другого, а 2 нити крайние не используем. И далее мы будем с вами проплетать 6 таких рядов, и каждый раз мы будем уменьшаться вниз. У нас будет идти такая диагональ, потому что мы не можем использовать первый узелок в каждом последующем ряду. Но смотрите дальше видео, и вы поймете, о чем я говорю. Вот сейчас вы видите, что мы переходим к третьему ряду и спускаемся ниже. Так, у нас 4, 5 и 6. Будем все ниже и ниже спускаться. И это сделано для того, чтобы мы могли потом соединить вторую нашу часть. Вот видите, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядков, и нужно сделать точно такую же вторую часть. И когда мы ее привесим на другую сторону, то мы будем соединять, и у нас узлы в круг соединятся. То есть для этого нам необходимо было проделывать такую лесенку. Вот видите, я повешала на другую сторону, и сейчас боковые начинаю соединять со второго ряда, также проделывая квадратные узлы. И нам нужно будет заполнить вот эти треугольнички, которые сбоку висят, квадратными узелками, то есть чтобы у нас 6 рядов были полностью в круг соединены. Я думаю, что на видео будет это правда максимально понятно. Здесь не нужно обладать никакими знаниями и умениями, только уметь плести квадратный узел и не ошибаться, проходя по рядам, то есть по рядам, точнее, простите. Закончили один узелок, переходите на следующий, и тут будет уже 2 нужно будет сделать узелка, на следующем 3 и так далее. То есть я думаю, что вы понимаете это, и если делали хоть раз сумки по моим МК, то я частенько использую такой принцип соединения. Мне кажется, что это довольно удобно и выглядит потом красиво. Встретимся с вами уже, когда будем распределять наши нити на узор. Узор у нас там ромбы будут, нам нужно будет еще уметь плести репсовый узел. И квадратный тоже у нас будет в узоре. Вот как вы видите, соединение у меня есть. Сейчас смотрите, я с боковой беру 2 нити с бокового узла. И мне нужно просчитать еще 12 нитей. Это у меня нужно будет для моего плетения. И я их в узелок заматываю все. 12 их должно быть. И с бокового берем 2. Далее опять 12 нитей отсчитываем и делаем узелок, чтобы они нам просто не мешались. Мы видели, как у нас будет идти узор. Еще одни 12. И последние 12 мы уже начнем с вами плести. Я покажу, с какого мы начнем. То есть с середины, с 6 нити. Но проверьте, чтобы их тоже было 12. У нас будет 4 ромба. Такой узор будет. 12. Сейчас мы находим 6-ю нить и складываем ее ведущей по диагонали вниз. Начинаем на нее
плести всеми остальными нитями репсовый узел. То есть берем каждую последующую 2 раза, наматываем так, как я это на видео показываю. И нужно сделать это со всеми нитями в одну сторону по диагонали и в другую сторону по диагонали. В другую диагональ мы возьмем нить, тоже которая по центру сейчас у нас будет как бы лежать, и поведем ее вправо по диагонали, также все остальные нити наматывая на нее. Вот сейчас я доделываю первую диагональ. Никуда не торопитесь, будьте аккуратны. Репсовый узел, он не совсем простой, но я думаю, что у вас получится, если будете делать так, как я показываю. Просто следите за руками. Видите, я проделала одну диагональ. Сейчас вот беру нить, вот рядом которая, и она у меня будет ведущей, и на нее я опять буду все остальные нити наматывать. То есть одну нить я кладу, и 5 остальных я наматываю по диагонали вниз. И такие вот горочки, холмики нам нужно будет проделать с остальными нитями, которые мы с вами как бы завязали в узелок. Вот отвязывайте каждый раз узелок, находите 6-ю нить и проводите по диагонали в одну сторону и в другую сторону. И так проделывайте со всеми вот этими 4 узлами. И точно так же нужно будет и на второй стороне сделать, но можно пока что и на первой это все оставить, проделать ее, а потом уже перейти ко второй. Ну вот, я проделала с одной стороны, и сейчас смотрите, как я буду делать квадратный узелок, то есть узор в центре ромба. Я беру по 2 нити, они не самые боковые, потому что ведущие у нас боковые, и плету из них вокруг всех остальных нитей квадратный узелок. Может быть, вы видели, у меня на канале уже были видео, я оставлю тоже где-нибудь подсказку о том, какие узоры можно делать внутри ромба. То есть вы можете здесь на самом деле сделать не только квадратный узел, а любой другой, который вам захочется. И проделываем это во всех серединах наших квадратов. Со второй стороны тоже, если вы делали, да, но на данном этапе нужно и со второй стороны будет проделать вот этот вот этап, где у нас репсовые горочки и внутри узелок. Вот, потому что потом мы будем проделывать нижние диагонали, и нам потребуется, чтобы у нас по кругу уже все было сделано. Нижняя диагональ я буду проводить, как бы у меня нити поменяются, у меня ведущие нити от одного ромба перейдут к другому. Сейчас вот я показываю, как я это делаю, и нужно будет доводить их до середины нитей нашего узора. У нас там должно быть 5 нитей с вами быть, помните, да? То есть мы 5 нитей наматываем и делаем из них диагональ. Далее, я думаю, что на самом деле вам будет максимально все понятно. Мы делаем диагонали в одну и во вторую сторону. Диагонали эти будут у нас идти, вот смотрите, сначала у меня 4 ромба, потом у меня будет ряд из 3 ромбов, из 2 и из 1. То есть они будут на уменьшение идти у нас, и тут еще максимально посмотрите внимательно, потому что на данном этапе второго ряда у меня там будет небольшая ошибка, но я на ней акцентирую внимание. Это не страшная ошибка, я просто случайно сделала лишние диагонали, которые мне потом не понадобились. Будьте аккуратны и не проделайте их тоже. Я даже в видео оставлю, как я их просто распускаю. Это немножко грустно, но репсовый узел, он намного проще распускается, чем даже квадратный, мне так кажется.
Ну вот, первый ряд готов. Надеюсь, у вас тоже. Сейчас получается, что у нас те нижние, которые были у нас для первого ряда диагонали, являются верхними для второго ряда. Можно сразу проделывать квадратные узелки внутри по центру, либо любой другой узел, который вы захотите. И будем проплетать вниз опять диагонали, создавать вверх как бы уже для третьего ряда. Проделываем все точно так же, как и было в первом случае. Еще хочу сказать, что я всегда снимаю мастер-классы как бы в режиме такого реального времени, в том плане, что я впервые плету, например, эту работу, эту сумку, и все время как бы на второй стороне я проплетаю чуть раньше, чем на первой, чтобы посмотреть, как будет выглядеть лучше. Поэтому иногда у меня возникают ошибки, но я считаю, что они неизбежны, и даже нужно их показывать. Поэтому надеюсь на ваше понимание. О каких-либо ошибках я все время говорю, акцентирую внимание, оставляю где-то под видео какую-нибудь запись. Обязательно читайте, что я пишу под видео, потому что там и временные коды иногда я указываю, и что потребуется еще для плетения, как бы дублирую помимо видео. То есть там бывает много важной информации, еще полезные всякие различные ссылки, так что обязательно заглядывайте под видео. Вот сейчас вы можете заметить, что самые боковые диагонали вниз, они вообще нам не нужны. Вам не нужно их проплетать. Вы проделываете в третьем ряду 2 квадратных узелка в центре нашего ромба узора и просто спускаетесь все ниже и ниже. А вот те боковые, которые во втором ряду, вообще их нужно распустить. Я сейчас доделаю, когда уже до конца плетения, то есть перейду даже к четвертому ряду, где будет один узелок, только потом я распущу и пойму, что они мне не нужны. А вы не делаете их, как и я. Не допускайте таких ошибочек. Ну вот я завершаю как бы такое плетение наше. И видите, вот распускаю те ненужные диагонали. Напоминаю, что с обратной стороны у нас с вами должно быть точно такое же плетение. То есть полностью повторяем его, потому что сейчас мы будем проделывать соединение. Но для начала проведем еще по репсовым диагоналям, длинным уже, по одной диагонали вниз и по другой тоже вниз, чтобы у нас как будто бы было их две. Я не буду делать эти диагонали максимально близко к нашим от ромбов, которые диагонали, просто там чуть-чуть пусть нити будет видно. В общем, проделывайте эти диагонали, как бы для такого декора. Мне кажется, что они здесь весьма уместны.
Теперь нам нужно перейти к соединению нашего донышка. Здесь я хочу вам сказать, что оно будет максимально простое. Мы берем две нити, которые у нас по центру вверху лежат, и сейчас остальными нитями по бокам, которые мы будем делать квадратные узлы и максимально как бы затягивать, чтобы у нас эти две нити пошли прямой диагональю вниз, как бы в центре, которые они лежат, а всеми остальными, видите, я в бок сейчас складываю, я убираю нити, которые я сделала, перехожу к другим, которые сбоку лежат, и опять проделываю квадратный узелок и затягиваю, чтобы оно подтянулось к донышку, чтобы была как бы прямая линия, диагональ, которая будет идти. Если непонятно вам сейчас, то посмотрите чуть подальше, я покажу, как это у меня сделано на второй стороне. Но просто вот нитями, которыми мы сделали квадратный узелок, которые у нас висят, я делаю узел, максимально подтягиваю его и убираю, чтобы они мне не мешались. Перехожу к следующим. И так у меня вообще-то очень классно получается донышко, это оно закрывается, и еще даже остается такое пространство, как бы оно создает пространство, это донышко между первой и второй нашей частью. Сейчас вот рекомендую, возможно, перемотать, либо включить на большую скорость на видео и посмотреть, как вот со второй стороны, я это покажу обязательно на видео, как это выглядит вообще полностью. Вот, посмотрите, вот так вот должно все у нас получиться. То есть нам тут даже не придется никаких узелков дополнительных делать. Вообще прям отличное завершение, такое вот донышко. Далее я хочу сделать декор из цепочки из квадратных узлов. Мне потребуется 2 метра, 200 сантиметров нашего отрезка с одной и со второй стороны. Просто наматываю, сюда прикрепляю и делаю 20 квадратных узелков. Отрезок 200 сантиметров, да, вы услышали, с одной и со второй стороны. И потом все, что нам останется, это сделать соединение на ручке. Я тоже его часто использую в своих сумках. Я думаю, вы поймете, увидите, как я это делаю. И для того соединения на ручке тоже возьмем с вами 200 сантиметров. Пусть лучше останется лишнее, но ручка у нас будет длинной и такой, как мы ее захотим сделать. Складываем нити как бы посередине, берем отрезок 200 сантиметров и начинаем опять же также проделывать, как и вот декор сейчас делали. Просто будем делать цепочку из квадратных узелков. Тут уже я не знаю, сколько у меня получилось этих узелков. Нужно примерять и смотреть, как подойдет вам, как вам больше понравится. После завершения наших цепочек, посмотрите, я нити, которые висят, делаю на них узелок и отрезаю. То есть мне нравится, что они так у меня будут висеть. Это которые у меня, получается, я складывала их посередине. Вот. А нити, которые у меня цепочки будут, я их в дальнейшем просто отрежу, потому что я их максимально затягивала, и они у меня будут держаться. Вот. И, в общем-то, уже не останется никаких лишних нитей, и наша сумка будет готова.
Ну вот, останется только еще подрезать концы, так как вы этого захотите, и все, наша сумочка получилась. Я очень рада, что вы посмотрели данный мастер-класс. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, ставьте лайки, и до встречи в новых видео. Пока-пока!